Блюдо, которое я собрался сегодня готовить, можно приготовить и без мяса. Блюдо, которое я собрался сегодня готовить, можно приготовить даже и без гороха, и уж без лука-порея и подавно. Блюдо, которое я буду сегодня готовить, можно приготовить без масла, без перца, без шафрана-бархатцев. Его нельзя приготовить без чеснока, без йогурта и без хорошей воды. Я беру воду Тассай. 3 литра мне понадобится для сегодняшнего супа. Всего лишь навсего. Хотя еды в итоге у нас получится довольно много. И это будет очень вкусная еда. Поэтому я уверен, что каждый мужчина съест буквально по 2 косы, по 2 такие хорошие порции. Заливаем чистую, прохладную, очень вкусную, приятно звучащую воду Тассай. Итак, сегодня мы будем готовить турецкий йогуртовый суп яйла чорбасы. Правильнее его бы назвать чесночно-йогуртовый. Поэтому мясо здесь не самый важный продукт, и кладут его, скорее всего, потому что в Турции еду подавать без мяса считается немного стыдным. Возможно, что для семейного употребления могут приготовить и без мяса. Но если придут гости, мясо обязательно надо положить. Здесь не важны даже косточки. Я прекрасно знаю, что бульон был бы вкуснее, если бы в нем были еще и косточки. Но этот суп вкусен не своим бульоном, а всем тем, что покрывает бульон. В общем, давайте не будем забегать вперед. Смотрите внимательно. Мясо я нарезаю кусочками примерно, как мы режем на стандартный узбекский плов. Граммов по 25, по 30. Еще раз напоминаю, что это говядина. Можно было бы взять, конечно, и баранину. Почему нет? Берите то мясо, которое у вас есть. Знаете, правду сказать, да вот не было бы ни говядины, ни баранины, а была бы курятина. Я бы и с курятиной тоже приготовил. И получится не менее вкусно. Начисто сняли пену, и теперь можно мясо посолить. Ну, примерно 1 ложку, пока что. Потом выправить всегда можно. Кстати говоря, если вы, как и я сегодня, забыли замочить горох на ночь, я имею в виду горох нут, то поставьте его в скороварку минут на 30-40, и будет тот же самый эффект. Горох еще не готов, но уже вполне подготовлен к тому, чтобы отправиться в кастрюлю к мясу. Знаете, такой суп в Турции едят только раз в году. Потому что молодой чеснок в Турции бывает только в течение 10-15 дней, а потом он уже перерастает и получается не такой молодой и хороший. Правда, чеснок в Турции продают с длинными зелеными стеблями. Вот вы бы купили чеснок с длинными зелеными стеблями, такой, как у лука-порея. Я точно знаю, что нет. Вы бы сказали: обрежь, зачем мне эта ботва? Между тем, именно вот этот зеленый стебель от чеснока и дает тот самый вкус. Ничего не поделать. Придется заменять луком-пореем. Хотя в оригинальном супе идет только чеснок. Как сама головка, так и его зеленая часть. Лук-порей я советую, прежде чем нарезать, разрезать пополам и проверить, нет ли где-нибудь вот здесь песка. Дело в том, что когда лук-порей выращивают, его окучивают. И вот сюда, между стеблями, может попасть песок, может попасть земля. Желательно бы поэтому проверить, либо даже прополоскать. И практически точно так же нарезаем чеснок. Сначала вот эту куцую зеленую часть, далее головку чеснока напополам. Если в середине уже сформировалась жесткая сердцевина, ее, разумеется, лучше выбросить, ну а чеснок нарезать довольно крупными кусками. Кажется абсолютно невероятным. Как это так? Вот такая гора чеснока, и все в относительно небольшую кастрюлю. Мы же когда борщ готовим, ну возьмем 1 головку, ну 2 головки, и все, и хватает.
Но вы не представляете себе, вы не поверите, насколько это вкусно до тех пор, пока не попробуйте приготовить такой суп. А ничего сложного нет. Мы уже почти что все сделали. Накроем крышечкой, чтобы закипело побыстрее. 3, не знаю, 4 яйца необходимо смешать с катыком. Ну, по-русски говорят кефир, но на самом деле это йогурт. Наверное, вы пропустили сюжет, как мы готовили кефир, катык, мацони, кто как его называет. Домашний. Готовится он очень просто. Но если вы пропустили этот очень важный урок, то я советую вам его все-таки посмотреть. Вот здесь у нас есть QR-код, вот здесь у нас есть ссылка на тот ролик. Посмотрите непременно. А йогурт с яйцами необходимо посолить, поперчить и взбить метелкой. Пока я взбиваю йогурт, обязательно посмотрите ролик. Удивительный продукт этот йогурт, мацони, катык, как его ни называй. Вот только что он был очень густым. Взбиваем его метелкой, и он вновь становится жидким. Однако посмотрите, что сейчас произойдет. Сейчас я буду постепенно вливать в этот йогурт понемногу бульона. По одному половничку. И продолжаем взбивать. И постепенно мы добавляем штук 10-12 половников бульона в йогурт, и он становится все жиже и жиже. Но сейчас произойдет чудо. Сейчас мы вернем этот йогурт к чесноку, к бульону, и он, по идее, должен загустеть. Произойдет ровно то же самое, что происходит в грузинском блюде чехертма. Вот эти яйца должны загустить все наше варево. Возможно, что многие из вас подумают, ну как это так, целая кастрюля чеснока? Разве это можно съесть? Скажите, пожалуйста, а вы ели чеснок, приготовленный в плове? Какой он? Острый? Или все-таки уже получается довольно приятный, довольно сладкий? Вот и в кастрюле, если бы не добавили довольно кислого 3-дневного йогурта, у нас получилась бы очень сладкая похлебка. А сейчас кислота йогурта уравновешивается сладостью чеснока, только вот чесночного вкуса практически не осталось. И здесь в дело вступает ее величество импровизация на кухне. У меня осталось немного черемши. Наверное, вы пропустили целых 2 ролика о блюдах с черемшой. Посмотрите их, пожалуйста, вот здесь. Вот QR-код на первый ролик, вот QR-код на второй ролик. Если не можете воспользоваться QR-кодом, в описании к ролику вы непременно найдете ссылку на эти видео. Но мне хотелось бы сохранить чесночный вкус, чесночный характер у супа, который называется яйла чорбасы. Турецкое название звучит именно так. По-русски можете его называть турецкий йогуртовый суп с чесноком. По средности бывает суп и без чеснока, раз этот оговаривается с чесноком. Но раз чеснок подрастерял свой задиристый характер, то пусть ему поможет его сестра черемша. Тем более, что на родине этой черемши, в Чечне, в Ингушетии, в словом, на Северном Кавказе, очень любят готовить черемшу именно в молоке. А здесь не молоко, здесь йогурт, который хоть и кипит, но не сворачивается, потому что заблаговременно был разведен с бульоном, с яйцами. И вот, пожалуйста, кухонная химия. Йогурт не превращается в творог, чего следовало бы от него, разумеется, ожидать. А если у вас нет черемши, вы не расстраивайтесь. Турки тоже не используют черемшу. Готовят с одним только чесноком и очень радуются. У них получается все очень вкусно. Потому что в самом конце, перед уже практически полной готовностью этого супа, они берут немного хорошего растительного масла, желательно оливкового. Ого, здорово! Осталось только добавить шафрана. Впрочем, это не шафран. Впрочем, это называют имеретинский шафран, либо софлор, либо бархатцы.
Одним словом, не вот тот драгоценный настоящий шафран, добытый из крокуса. Этот дешевле, но ничем не хуже. Вот оно. Раз и готово. Задымило, стало очень приятно пахнуть. И теперь поливаем вот этой заправкой суп. Шум, треск, запах, все супер. Отлично. Вот и все. Суп моментально приобрел очень красивый цвет. И все готово. Можно подавать. Вот этот рецепт пока что не вошел ни в одну мою книгу. Но десятки очень интересных, увлекательных рецептов вы можете найти в моей книге о марокканской кухне. Книга, которая называется «Таджин, кускус и другие марокканские удовольствия». Знаете, блюда, о которых рассказано в этой книге, не менее удивительные вот этой турецкой яйла чорбасы. Готовятся они из тех продуктов, которые у нас есть, и с применением тех специй, которые хорошо нам знакомы. Если вы полюбили узбекскую, азербайджанскую, другую национальную кухню, в частности, турецкую, то наверняка вам очень понравится и марокканская кухня. И еще больше вам понравится тот факт, что сегодня эту книгу можно получить бесплатно. Дело в том, что на сайте моего интернет-магазина stalih.ru идет акция. Тем, кто приобретает 2 другие мои книги, можно заказать, кстати говоря, и с автографом, и с доставкой. Книгу о марокканской кухне, стоимость которой в отдельности 3000 рублей, передают бесплатно в качестве подарка от меня. Я добрый. Видите, какую большую кастрюлю яйла чорбасы сварил? А вот, половины уже нет. И все, что мне остается сделать, это, как всегда, взять огромную супницу яйла чорбасы в руки и сказать: приятного аппетита, дорогие мои!